Привет всем, Арми! Сегодня на токийском куполе произошел один момент, и Арми отреагировали мгновенно, без колебаний. Ким Тэ-хён вышел на сцену, словно это место принадлежало ему. Черная шапка, спокойное лицо, расслабленная походка, и через несколько секунд повсюду полетели телефоны. Сначала фанаты подумали, что это просто обычная проверка звука, но они увидели нечто большее, потому что как только появился Тэ-хён, вся энергия мгновенно изменилась. Даже по видео, снятым фанатами, можно было почувствовать накаленную атмосферу. Черная футболка с золотыми буквами, мешковатые штаны, серебряные детали и ярко-красный микрофон в его руке, который мгновенно приковал к себе все внимание под цветом софитов. Каждый элемент казался продуманным, чистым, четким, незабываемым. Но дело было не только в его внешности. То, как он держался, расслабленный, уверенный, совершенно непринужденный на таком большом стадионе, привлекло все взгляды к нему, без каких-либо преувеличенных движений, без видимых усилий. Затем раздались аплодисменты, громкие, спонтанные, без паузы, особенно когда Тэ-хён подошел ближе к сцене. И как раз когда атмосфера достигла своего пика, он снова изменил ее, заговорив по-японски мягким, веселым тоном, что вызвало еще больше восторг у AR-MY. Контраст между холодной и теплой аурой казался настолько естественным, как будто только он мог это сделать, не выглядя натянуто. Но среди всего этого внимания была еще одна деталь, о которой фанаты не переставали говорить – присутствие Чон Чин-гука рядом с ним. Не было никаких драматических моментов, никаких грандиозных жестов, просто шаги бок о бок, комфортное расстояние, синхронность. И именно потому, что это выглядело так естественно, момент казался еще более сильным. Тэ-хён, безупречный в черном, Чин-гук со своей непринужденной энергией уличной одежды, два разных стиля, но химия, которая была мгновенно ощутима без необходимости в словах. Фанаты сразу поняли, именно это всегда делало Тэ-кука таким привлекательным, не грандиозные, постановочные моменты, а небольшие взаимодействия, которые казались настоящими, то, как они шли вместе, подстраиваясь под ритм друг друга, деля пространство без неловкости, все это казалось давно устоявшимися привычками. Даже в коротком видеоролике связь была ощутима, достаточно, чтобы AR-MY пересматривали его снова и снова. И как раз когда атмосфера стала слишком напряженной, энергия снова изменилась благодаря присутствию Ким Сак-джина, который внезапно привнес на сцену радостный хаос. Вместе с Чин-гуком он превратил репетицию в момент, наполненный смехом. Они подшучивали друг над другом, легко играли, как братья, забывшие, что находятся на большом стадионе. Чин-гук легко влился в этот ритм, смеялся, отвечал на шутки, поддерживая теплую атмосферу. За пределами стадиона атмосфера была не менее необычной. Фан-проекты окружали Токё-дом, баннеры, реклама поддержки и послания любви заполняли все пространство, особенно для Тэ-хёна, который получил большое внимание от различных фан-баз, что добавило масштаба празднованию, ощущаемому как внутри, так и за пределами стадиона. И несмотря на все происходящее, одно оставалось ясным – сегодня в центре внимания был Тэ-хён, но момент с Тэ-куком привнес еще один эмоциональный слой. Дело было не только в сценической харизме, но и в подлинной связи. От непринужденных шагов на сцене, легких улыбок, да, казалось бы, простого единения, все это слилось в незабываемый момент. Это была всего лишь саундчек, но энергия уже ощущалась как на полноценном концерте, и если это было начало, то вопрос о том, что произойдет, когда начнется шоу, еще больше разжигал всеобщее нетерпение. Токийский купол был готов, AR-MY были готовы, Тэ-хён был готов, Чин-гук был рядом с ним, и вместе они еще раз доказали, что даже самые простые моменты могут быть грандиозными. И по мере того, как все складывалось воедино, становилось все яснее. Это был не просто очередной саундчек, это был проблеск чего-то гораздо большего, что вот-вот должно было произойти. Энергия, ощутимая с самого начала, аплодисменты, которые никогда по-настоящему не прекращались, и каждое мельчайшее взаимодействие, запечатленное фанатами, все это постоянно нагнетало напряжение. Ким Тэ-хён оставался в центре внимания, каждый его шаг, казалось, имел свой собственный ритм, каждое небольшое движение ощущалось осмысленным, даже когда он просто замирал на мгновение, глядя на толпу, следовали тысячи реакций. Красный микрофон в его руке снова поднялся, и, как и прежде, все внимание стадиона было приковано к нему. Казалось, что этот момент был идеально срежиссирован, и все же все выглядело так естественно. Но этот день стал еще более особенным не только благодаря их индивидуальной харизме. Все это сочеталось с присутствием Чон Чин-гука рядом.
Был короткий, почти незаметный, если не сказать внимательный, момент, когда они немного приблизились друг к другу, поправили свои позиции и возобновили свой ритм. Не было слов, не было никаких особых моментов, но именно в этом и заключалась их сила. Тэкук в очередной раз продемонстрировал, что их химия не нуждалась в подтверждении, она была просто видна, она просто ощущалась. Некоторые фанаты даже заметили, что такие моменты казались более реальными, чем заранее спланированные сценические фрагменты, потому что не было сценария, не было ожиданий, просто два человека, которые так привыкли быть рядом друг с другом. То, как они делили пространство, то, как они двигались, не мешая друг другу, все это создавало гармонию, которую трудно описать словами, но легко почувствовать любому наблюдателю. И посреди всего этого атмосфера быстро изменилась. Сбоку сцены раздался смех, когда Ким Сак Джин снова привлек внимание своей непринужденной манерой поведения. Непринужденное общение, небольшие игры и внезапное появление озорства, атмосфера, до этого наполненная аурой суперзвезд, превратилась в теплую и интимную. Чингук присоединился, отвечая с той же энергией, и на мгновение огромная сцена показалась маленьким пространством, заполненным лишь их дружбой. Именно этот контраст сделал сегодняшний момент таким сильным. С одной стороны, визуальные эффекты, харизма и ослепительное сценическое присутствие, с другой – тепло, смех и искренняя связь. А между этими двумя сторонами Тэхён стоял мостом, способный за считанные секунды превратиться из тихой и загадочной фигуры в теплого и улыбчивого человека. За пределами концертной площадки царила оживленная атмосфера, фан-проекты продолжали блистать, люди собирались, делились историями, выражали свою поддержку по-своему. Тем временем внутри каждая секунда саундчека ощущалась как часть большой истории, чего-то, что не просто смотрели, но и разделяли тысячи людей на площадке и миллионы в интернете. И, возможно, в этом и заключается весь смысл. Дело не только в том, что происходит на сцене, дело в том, какие чувства вызывают эти моменты. Один шаг, одна улыбка, одно небольшое взаимодействие могут превратиться в воспоминания, которые фанаты будут хранить долгое время. По мере того, как свет медленно гаснет и репетиция подходит к концу, аплодисменты еще не утихают. Кажется, AR/MUA еще не готовы отпустить ситуацию. Потому что они знают, что это только начало. Если одна только саундчек породила столько вирусных моментов, столько эмоций, столько историй, то сам концерт будет чем-то гораздо большим. И среди всего, что произошло сегодня, одна общая нить остается сильной, связь между артистом и фанатом, между другими участниками группы. Прежде всего, маленькие моменты, разделенные Тэхёном и Чингуком, которые снова затмевают все остальное, даже не пытаясь этого сделать. Поэтому, когда концерт действительно начнется, все взгляды снова будут прикованы к сцене, ожидая, предвкушая, надеясь. Потому что после того, что произошло сегодня, ожидания не просто высокие, они полны предвкушения. Токио гудел с самого начала, AR/MUA выложились на полную еще до начала шоу, а Ким Тэхён и Чон Чингук показали нам проблеск того, что нас ждет. И если из всего этого можно сделать какой-то вывод, то это то, что лучшие моменты часто не самые масштабные, а самые искренние. И сегодня Тэхён, вместе с Чингуком, подарили нам и то, и другое одновременно, так, как это могут сделать только они.